Весь процесс, как вы спите, ходите, бегаете, что угодно делаете, все, совокупность всех ваших действий, включая сон, отдых, вся ваша жизнь, она сформировала данное заболевание. Вы должны это понимать. Ну, вот, и как бы это ни звучало, вот даже та же самая обувь. Если вы все время ходите в одной обуви, формируется определенное положение стопы. Постоянно. Без массажа оно вообще как бы жизнь не та. Я не понимаю тех людей, которые не посещают массаж. Привет, друзья, с вами студия массажа Левша, меня зовут Евгений. А меня Алексей. Мы вам расскажем о дегенеративных заболеваниях позвоночника, таких как грыжа, протрузия, остеохондроз. И многие люди, которые к нам приходят, или наши знакомые, которые рассказывают, они даже понятия не имеют, как с этим бороться, как с этим жить, что при этом делать. Им просто врачи, к которым они обращаются, даже просто не рассказывают банальных вещей. Да? Начинаем? Начинаем. Расскажи, пожалуйста, нашим зрителям, что такое, в принципе, дегенеративные заболевания позвоночника, как они возникают, да? Ну и дальше мы продолжим. Дегенеративные изменения позвоночника, о котором будем сегодня говорить, это те изменения, из-за которых позвоночник становится менее эластичным и перестает выполнять свои функции. Возникает в основном из-за повышенной нагрузки и ухудшенного питания, ухудшенной трофики тканей позвоночника. Ваши движения не происходят в проекции позвоночника. Вы много сидите в неудобном положении. Вы поднимаете что-то тяжелое неправильно. Вы не даете должной нагрузки, чтобы позвоночник мог нормально питаться микроэлементами, кровью, кислородом. Есть миллион случаев, когда люди занимались спортом и при неудачно выполненном каком-то упражнении возникали у них резкие боли, прострелы в области поясницы, и далее МРТ уже показывало, что у них сформировалась грыжа. Ну или банальный остеохондроз. Из-за того, что человек не двигается, ткани получают меньше питательных веществ, теряют эластичность, становятся более хрупкими и также травмируются, вызывая какую-то боль, дискомфорт. Вы должны понимать, что это заболевание хроническое, его не излечить. Оно будет с вами до конца ваших дней. Вы можете только замедлить его прогрессию. Ну и помимо того, что замедлить его прогрессию, вы можете убрать какие-то болевые симптомы, сделать вашу жизнь более приятной без этих болей, дискомфорта. Мы рассказываем, как же все-таки вам придется жить с подобными заболеваниями. Во-первых, нужно посещать массаж для того, чтобы улучшить трофику тканей. Во-вторых, заниматься какими-то хотя бы незначительными физическими упражнениями, которые улучшат кровоснабжение. А также регулярно посещать специалистов, то есть невролог, ортопед, терапевт, посещать бассейн, ну это тоже не специалист. Ну и делать зарядку, хотя бы 15 минут в день посвятить своему телу. И вы должны понимать, что если движение в проекции позвоночника не будет происходить, то есть вы добились, к примеру, какого-то эффекта, от которого у вас не возникает боли, дискомфорта или привычные ваши состояния. То есть вы занимались упорно, неделю, 2-3, мышцы окрепли, позвоночный столб удерживается, вас ничего не беспокоит, все круто, вы забросили заниматься. Через пару месяцев все откатится обратно и все вернется, потому что организм избавляется от того ресурса, которым не пользуется. То есть вы должны понимать, что упражнения зарядки, бассейны, массажи и так далее, это все также с вами до конца ваших дней, если вы хотите жить спокойно, без всяких приступов, болей и дискомфортов. Естественно. Короче, смотрите, вы ходите на массаж. Помимо того, как вы ходите на массаж, вы ходите в зал для укрепления мышц, делаете упражнения зарядки дома для разогрева и поддержания их в тонусе, а также ходите в бассейн, плавание и так далее. И это у вас происходит схематически и, по сути, даже по графику. Режим. Да. Это классная штука.
Важный момент, что пропускать занятия не стоит. И еще немаловажный факт, это то, что при возникновении обострения заболевания или при каких-то болях вы не бежите сразу на массаж или делать какие-то упражнения. В острый период такого заболевания любые физические процедуры противопоказаны. То есть вы идете к своему специалисту, то есть неврологу, ортопеду, терапевту, и, возможно, вы проводите медикаментозное лечение. Но когда острая фаза завершена, и специалист вам позволяет ходить на массаж, либо заниматься какими-то физическими нагрузками, вы обязательно приступайте к ним. Да, и приходите именно к нам, подписывайтесь на канал, ставите пальцы вверх. Давайте мы вам теперь расскажем, как же все-таки вам жить, как вам нужно будет сидеть, спать, ходить и так далее. Потому что вот это ваше заболевание, оно сформировано не из-за какой-то вот причины, как, например, при травме в спорте, о которой я вам рассказывал. В большинстве случаев, там 95%, это все-таки сформированное в процессе жизнедеятельности. То есть все, как вы спите, ходите, сидите, отдыхаете, занимаетесь спортом и так далее, все это сформировало. Весь процесс, как вы спите, ходите, бегаете, что угодно делаете, все, совокупность всех ваших действий, включая сон, отдых, вся ваша жизнь, она сформировала данное заболевание. Вы должны это понимать. То есть ваш образ жизни. Для того, чтобы с этим разобраться, вам нужно радикально подойти к процессу и изменить свою жизнь. Ну, и как бы это ни звучало, вот даже та же самая обувь. Если вы все время ходите в одной обуви, формируется определенное положение стопы. То есть даже обувь должна быть разная, по-разному влиять на вашу ногу, на вашу походку. Главное положение во сне. Многие даже не понимают, как им спать и что им делать. Смотрите, поверхность, на которой вы спите, должна быть твердая. Спать нужно на спине с валиками под физиологическими изгибами. То есть под шеей, поясницей и коленями. Тут еще есть один нюанс. Размер этих валиков должен не превышать размер физиологического изгиба. Один из таких вот часто задаваемых вопросов нам — это насколько можно часто ходить на массаж, насколько часто нужно делать массаж. Каждый день. Ну, это, конечно, перебор. 7 раз в день. Все очень зависит от скорости восстановления каждого человека, от его индивидуальных особенностей. Так, один раз в 3-4 дня будет вполне достаточно. Чем больше вы ходите, тем больше у нас поближка. Ну чё, подытожим. Дегенеративные заболевания позвоночника – это хроническое заболевание, которое пришло к вам Из-за вашего образа жизни. складываемое годами. Не за один день. И также борьба с ним будет происходить не один день, а долгое время. А для того, чтобы боли, дискомфорт в спине, в теле не возвращались, заниматься нужно постоянно. Вы можете, конечно, это ничего не делать и жить как жили, но мы вам это не советуем. О чем мы порекомендуем? Мы порекомендуем заниматься спортом, ходить на массаж. Да не, на канал подписаться. Ты чё? Господи. Святой Асклепий. Подписывайтесь на канал, занимайтесь спортом, и ничего у вас не будет болеть. Рекомендуем. А мы вам рекомендуем подписаться на канал, ходить на массаж и обязательно заниматься спортом. Если вам знакомо или не знакомо подобное заболевание, напишите нам об этом подробно в комментариях, и мы в следующем видео попробуем раскрыть именно вашу тему. В следующем видео. Ждем вас на канале.